Всем привет! Недавно сделал мангал с коптилкой. Теперь потребность в мелких дровах для розжига увеличилась в разы. Конечно, у меня есть нормальный топор, чтобы колоть дрова, но колоть более мелкие дрова и щепки им небезопасно. Появилась идея сделать щепокол-дровокол. Щепоколы бывают двух видов: щепокол-рычаг и щепокол-клин. Щепокол-рычаг представляет собой конструкцию, в которой с одной стороны фиксируется полено, а вторая является ножом, который нарезает щепу. Основным плюсом является возможность фиксации на стену. Я выбрал щепокол-клин. Мне все-таки больше нужны мелкие дрова. Хотя, как оказалось, им можно и дрова наколоть из небольших поленьев. Плюсы: удобно, безопасно и требует меньше усилий для удара. Из материалов использовал старый оголовок топора колуна, обрезки старого металла и, как видите, даже верхняя часть газового баллона пригодилась. В основном я использовал пруты диаметром 16 и 20 мм. Перед сваркой зачистил весь металл. Варил все на глаз. Вроде смотрится более-менее ровным. Из 36-й арматуры сделал небольшую кувалду. Из гвоздей согнул ушки для крепления. Вся эта работа по времени заняла чуть больше часа. Ну что, теперь тестируем. Данный вид щепокола максимально приближен к традиционному способу заготовки дров с помощью топора. Но, как видите, колоть им довольно легко, а главное, более безопасно. Да, есть шанс, что вы кувалдой попадете по пальцу, но он останется на месте, в отличие если попадете топором. На мое удивление, этот щепокол может заменить топор для колки дров. Для этого всего лишь нужно взять кувалду потяжелее. Но не мешало бы его на чем-нибудь закрепить, чтобы он стоял жестко. Так что если у вас есть старый оголовок топора, советую вам сделать такой щепокол-дровокол. В хозяйстве пригодится. Спасибо за просмотр.